Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядь Миша. Друзья, вот сейчас я на своей кухне и буду вам показывать какой-то рецепт. А на самом деле мы в Татарстане, и сам Бог велел показать вам рецепт кыстыбыя. Это классные лепешки с начинкой из картофеля. У нас уже есть один рецепт кыстыбыя, но он по домашнему рецепту, а сегодня я вам предлагаю рецепт дома татарской кулинарии. К сожалению, этого ресторана уже нет. А вот рецепт остался. Вот ингредиенты. Готовим. Начинаем с начинки. На плиту ставим кастрюлю с водой и получаем максимум удовольствия, наблюдая за тем, как кто-нибудь из домашних чистит нам килограмм картошки. А затем нарезаем помельче, чтобы картошка быстрее сварилась. И когда вода закипела, подсаливаем ее и отправляем туда картошку. Варим до готовности. Пока варится картофель, займемся тестом. В глубокую чашу вбиваем одно яйцо, добавляем сахар, щепотку соли, вливаем молоко, растопленное сливочное масло. При помощи венчика перемешиваем все до однородности и до растворения сахара и соли. Затем сюда просеиваем пшеничную муку высшего сорта. И начинаем замешивать тесто. Я это делаю руками, если хотите, можете это сделать в кухонном комбайне. Когда тесто соберется в комок, присыпаем стол мукой и уже на столе домешиваем тесто, чтобы оно стало гладким, мягким. Вот таким. Подкатываем его в шар, перекладываем в чашу и даем тесту немного отдохнуть, пока мы готовим начинку. Кроме картофеля, для начинки нам еще понадобится лук. Нарезаем его мелким кубиком. Возвращаемся к плите. Картофель уже почти сварился. На соседнюю плиту ставим сковородку, растапливаем в ней сливочное масло и обжариваем лук до золотистости. Примерно вот так. Убираем с плиты, а тем временем сварился картофель. Сливаем с него воду. Добавляем сливочное масло комнатной температуры, туда же добавляем обжаренный лук и при помощи толкушки измельчаем в пюре. Кто-то скажет, что можно это сделать погружным блендером, но мне это ужасно не нравится, потому что вместо картофельного воздушного пюре вы получаете тупо клейстер, а вот толкушкой получается изумительная пюрешка. Начинка готова, продолжаем заниматься с тестом. Перекладываем его на стол и делим на 8 равных частей. Я это делаю вот таким большим своим любимым скребком. Каждую часть подкатываем в шар, а затем берем по одному шарику и делаем из него вначале руками вот такую лепешечку, а потом при помощи скалки раскатываем в очень и очень тонкую лепешку. Через нее должен просматриваться стол. Ну вот такой примерно толщины, даже можно еще тоньше. Раскатанную лепешку перекладываем на сухую сковороду. Никакого масла не добавляем. Запекаем на огне ниже среднего. Как только низ подрумянился, переворачиваем лепешку и запекаем со второй стороны. Вот такая красота получается. Убираем лепешку, перекладываем ее на полотенце и полотенцем же накрываем. Это делается для того, чтобы лепешки были мягкими. Когда приготовили все лепешки, начинаем собирать кыстыбый. На половину лепешки выкладываем картофельное пюре, разравниваем, второй половинкой накрываем и прижимаем. Вот такой кыстыбычек у меня получается. Теперь обязательно сверху нужно смазать растопленным сливочным маслом. Вот и все, наши кыстыбыи готовы. Можно подавать. Да что можно? Нужно подавать. Вот такая красота. Пробуем. Невероятно вкусный кыстыбый. Нежнейшее тесто. Вкуснейшая картофельная начинка. Обязательно стоит приготовить. Вот такие кыстыбые можно найти либо в хороших кафе, либо, допустим, в Бахетле. Ребята, рецепт шикарный. Готовьте и радуйте своих родных и близких. Желайте нам хорошего отдыха. Ну а я пока прощаюсь с вами. До новых вкусных рецептов. Пока! Бурмикс.